Утро в заливе. Пьюджет-Саунд не обещала ничего, кроме простуды и серого настроения. Туман, тяжелый и влажный, словно грязная вата, висел над самой кромкой воды, стирая границы между небом и океаном. Сара Кендалл, 32-летний биолог-фрилансер и фотограф, чьи снимки часто украшали страницы National Geographic, стояла у леера туристического судна «Северная звезда». В ее руках был стакан с кофе, который уже давно перестал быть горячим, превратившись в горькую ледяную жижу. Сара знала этот залив как свои 5 пальцев. Она знала, как пахнет вода перед штормом, знала, как меняется цвет волн в зависимости от планктона, и знала, что тишина в этих водах редко предвещает что-то хорошее. Пассажиры на палубе, в основном туристы в ярких хрустящих куртках, переговаривались шепотом, словно боясь разбудить спящую под ними бездну. Капитан Элиас, старый морской волк с лицом, похожим на иссушенную корягу, ворчал в рубке, проверяя эхолот. Рыбы не было, китов тем более. «Пусто», — бросил Элиас, выходя на мостик. «Даже чайки куда-то делись. Такое ощущение, что океан затаил дыхание». Сара кивнула, не отрывая взгляда от горизонта. Она пришла сюда не за красивыми кадрами прыгающих горбачей. Ее интересовали касатки. Волки океана, высшие хищники, обладающие разумом, который мы до сих пор не можем до конца осознать. Она изучала их социальные связи, их диалекты, их невероятную способность к эмпатии внутри семьи. Но то, что произошло в 8:45 утра, не укладывалось ни в одну ее диссертацию. Первым это заметил эхолот. Резкий всплеск активности прямо под килем. Затем раздался звук. Это не был привычный всплеск воды. Это был удар, глухой, мощный, заставивший судно водоизмещением в 40 тонн ощутимо вздрогнуть. «Что за черт?» — крикнул капитан, хватаясь за поручни. Из-под воды, всего в паре метров от борта, вырвался молодой самец касатки. Он не просто вынырнул, он буквально вылетел из глубины, обдав палубу каскадом ледяных брызг. Но вместо того, чтобы уйти на глубину или начать привычное для туристов шоу, он начал вести себя как безумец. Он начал кружить, узкие, яростные круги вокруг судна. Его тело, гладкое и блестящее, как полированный обсидиан, то и дело терлось о стальной корпус. Скрежет кожи о металл издавал жуткий звук, похожий на крик раненого скрипача. «Он атакует нас!» — взвизгнула какая-то женщина в розовой шапке. «Капитан, уводите лодку!» Но Сара уже видела, что это не атака. Касатки не атакуют суда таким образом. Если бы он хотел пробить борт, он бы использовал свою голову как таран, набрав скорость. Этот же юнец, а ему было на вид не больше 10 лет, подросток по меркам своего вида, действовал иначе. Он кричал. Звуки, которые он издавал, пронизывали до костей. Это были не щелчки эхолокации и не мелодичные свисты общения. Это был вой. Долгий, надрывный, переходящий в ультразвуковой хрип. Он поднимался над водой, бил в борта лодки и отдавался в груди у каждого, кто стоял на палубе. «Посмотрите на его глаза», — прошептала Сара, перегибаясь через леер. В биологии есть негласное правило — не приписывать животным человеческие эмоции. Но когда этот 6-тонный зверь замедлился и посмотрел прямо на нее, вся наука Сары рассыпалась в прах. В большом темном глазу касатки, окруженном характерным белым пятном, не было хищного блеска. Там была паника. Чистая, концентрированная паника существа, которое осознало свою беспомощность. 30 минут. Именно столько продолжалось это безумие. Капитан Элиас попытался прибавить ход, надеясь оставить странное животное позади, но касатка мгновенно ускорился, преграждая путь судну. Он буквально бросался под винты, заставляя капитана резко сбрасывать газ. «Он нас не пускает!» — кричал Элиас. «Он хочет, чтобы мы остановились!» Пассажиры были в ужасе. Кто-то молился, кто-то снимал на телефон, надеясь на вирусное видео, но большинство просто замерло в оцепенении.
Сара чувствовала, как внутри нее растет странная уверенность. Она знала этих животных. Она знала, что касатки — единственные существа в океане, способные на осмысленную передачу информации другим видам, если ситуация становится критической. «Заглушите моторы», — скомандовала Сара. Ее голос прозвучал так твердо, что капитан подчинился без споров. Когда рокот дизеля стих, наступила звенящая, пугающая тишина. Был слышен только плеск волн и тяжелое хриплое дыхание касатки через дыхало. Животное тут же перестало кружить. Оно замерло у самого борта, покачиваясь на воде. Сара медленно опустилась на колени на мокрой палубе. Она протянула руку за леера, опуская ее к самой поверхности воды. «Сара, ты с ума сошла!» — крикнул кто-то сзади. «Он тебе руку откусит!» Но она не слушала. Она смотрела на касатку. Юнец медленно приблизился. Его морда, огромная и мощная, поднялась над водой. Он осторожно, почти нежно коснулся ее ладони своей кожей. Это было странное ощущение. Кожа касатки на ощупь напоминала мокрый, очень плотный резиновый мяч, но она была живой. Сара чувствовала тепло, исходящее от него, и мелкую дрожь, бившую все его огромное тело. «Тише, маленький, тише!» — шептала она, и слезы непроизвольно катились по ее щекам. «Мы поняли, мы здесь, помощь придет». Касатка замер. Он закрыл глаз, словно принимая это обещание. В этот момент между ними возникла связь, которую невозможно описать формулами. Это был договор. Человек обещал помочь, а зверь обещал верить. Марко и Деннис получили вызов в 9:15. Для них это был 30 какой-то год совместной работы. Их база Ocean Rescue располагалась в небольшом ангаре на окраине порта, и за десятилетия они видели все — от китов, забитых пластиковыми пакетами, до дельфинов, искалеченных винтами катеров. «Касатка ведет себя странно?» Марко скептически поднял бровь, натягивая гидрокостюм. «Обычно это означает, что он либо болен, либо сходит с ума от паразитов в мозгу». «Звонила Сара Кендалл», — ответил Деннис, загружая в надувную лодку «Зодиак» тяжелые резаки и гидравлические ножницы. Она говорит, он просит о помощи, а Сара не из тех, кто путает галлюцинации с реальностью. Через 20 минут их лодка, прыгая по серым волнам, подошла к северной звезде. Сцена, которую они застали, поразила даже их. Огромное туристическое судно стояло без движения, а его пассажиры, обычно шумные и суетливые, выстроились вдоль борта в абсолютном молчании, наблюдая за женщиной, которая гладила голову кита-убийцы. «Марко! Деннис!» — крикнула Сара. «Он здесь! Он не уходит!» Как только зодиак спасателей подошел ближе, поведение касатки изменилось. Он мгновенно отплыл от Сары, сделал резкий круг вокруг лодки спасателей и направился в сторону открытого моря. Проплыв 100 метров, он остановился и с силой ударил хвостом по воде, подняв столб брызг. «Он хочет, чтобы мы следовали за ним», — сказал Деннис, включая камеру на шлеме. «Это невозможно», — пробормотал Марко, но уже давал газ. «Животные не ведут спасателей к месту происшествия». Это сюжет для диснеевского мультика, а не для реальности. Однако реальность плевала на скептицизм Марко. Касатка шел впереди них как опытный лоцман. Он не уходил далеко, постоянно оглядываясь и поджидая медленную надувную лодку. Он вел их мимо опасных отмелей, мимо скалистых выступов, которые не были отмечены на обычных картах. Путь продолжался около часа. Окружающий пейзаж становился все более суровым. Скалы здесь поднимались прямо из воды, обросшие скользким мхом и колониями мидий. Вода приобрела оттенок темного изумруда, а эхо от мотора «Зодиака» гулко отражалось от каменных стен. «Куда он нас тащит?» — Деннис сверился с GPS. «Это мертвая бухта. Сюда никто не заходит, здесь слишком много подводных камней, и течения такие, что лодку может в щепки разнести». Касатка замедлился. Он вошел в узкий пролив, едва шире их лодки, и нырнул. Через мгновение спасатели вышли в скрытую от глаз лагуну.
Здесь вода была спокойной, как в стакане, но воздух казался тяжелым. О боже! Марко выключил мотор. В центре лагуны, на мелководье, дрейфовало нечто огромное. Это была семья касаток, так называемый под. 3 или 4 особи среднего размера тесно прижимались к кому-то в центре. Центральной фигурой была огромная самка. Ее спинной плавник был завален на бок, верный признак крайнего истощения или болезни. Она не двигалась, лишь изредка выпуская слабый фонтан издыхала. Ее семья буквально держала ее на плаву. Они подставляли свои спины под ее брюхо, работая как живой плод, чтобы она могла дышать. «Матриарх», — прошептал Марко, — «глава семьи. Если она погибнет, вся группа распадется». Молодой самец, их проводник, тут же подплыл к матери. Он издал серию коротких вибрирующих звуков. Это не был плач, это был отчет о выполненном задании. Другие касатки начали расступаться, освобождая место для лодки спасателей. «Посмотри на ее хвост, Деннис», — Марко указал пальцем. Даже с лодки было видно, что хвост матриарха был окутан чем-то белым и бесформенным. Это не были водоросли. Это был призрак. Брошенная глубоководная рыболовная сеть из сверхпрочного нейлона. Она обмоталась вокруг хвостового стебля сотнями витков, врезаясь в плоть до самых костей. Трос уходил куда-то в глубину, судя по всему, зацепившись за подводную скалу. Мать была прикована к месту. Она не могла охотиться, не могла плыть. Она медленно умирала в этом каменном мешке, пока ее дети пытались обмануть саму смерть. «Это будет непросто», — Марко начал надевать ласты. «Деннис, готовь гидравлические ножницы. Нам нужно подплыть вплотную». «Марко, это опасно», — Деннис замялся. «Остальные могут атаковать, если решат, что мы причиняем ей боль». «Посмотри на них, Деннис. Они привели нас сюда. Они знают». Марко соскользнул в ледяную воду. Ощущение было такое, будто 1000 игл вонзились в кожу через гидрокостюм. Он поплыл к хвосту матриарха. Остальные касатки отошли на почтительное расстояние, но их присутствие ощущалось каждой клеточкой кожи. Они висели в воде вертикально, как черные призраки, наблюдая за каждым движением человека. Когда Марко приблизился к хвосту самки, он ужаснулся. Запах разлагающейся плоти был ощутим даже через маску. Трос так глубоко вошел в тело, что кожа вокруг него начала нарастать сверху, создавая жуткую конструкцию из живого мяса и пластика. «Давай ножницы!» — крикнул Марко, выныривая. Следующие 3 часа превратились в кошмар. Марко нырял снова и снова, сантиметр за сантиметром разрезая путы. Нейлон был старым, обросшим ракушками, которые резали руки даже через перчатки. Несколько раз хвост касатки дергался от боли, и Марко отлетала в сторону ударной волной. Одно неосторожное движение зверя, и человек превратился бы в кровавое месиво о скалы. Но матриарх терпела. Она лежала неподвижно, лишь ее глаз, огромный, мудрый и полный страдания, следил за Марко. «Почти все». Марко тяжело дышал, держась за борт зодиака. Остался главный трос, который держит ее у дна. Он запутался в камнях. Мне нужно опуститься глубже. Это был самый опасный момент. Марко ушел под воду на 3 метра. Там, в полумраке лагуны, он увидел, что сеть зацепилась за острый выступ скалы. Он вставил лезвие ножниц в петлю и нажал на рычаг. Металл заскрежетал, сопротивляясь. В этот момент молодой самец, который привел их сюда, нырнул рядом. Он не мешал. Он просто замер в метре от Марко, словно создавая своим телом щит от течения. Щелк! Трос лопнул. Напряжение, державшее хвост касатки, исчезло. Огромная сеть, весившая сотни килограммов, вместе с налипшим мусором, начала медленно оседать в бездну. Матриарх не уплыла сразу. Первые несколько минут она просто привыкала к тому, что ее тело снова принадлежит ей.
Ее дети подплыли к ней, начав издавать невероятную канонаду звуков. Это была симфония облегчения, радости и торжества. Они терлись о ее бока, поддерживая ее, пока она делала свои первые пробные грибки. Марко взобрался в лодку, дрожа от холода и истощения. «Мы сделали это, Деннис! Мы это сделали!» Касатки начали медленно выходить из лагуны. Спасатели завели мотор и последовали за ними, чтобы убедиться, что самка может двигаться самостоятельно. К их удивлению, стая не пыталась скрыться. Они шли рядом с Зодиаком, выдерживая ту же скорость. Когда они вышли в открытый залив, где их все еще ждала северная звезда, капитан Элиас отказался уходить, пока не узнает финал. Произошло нечто, заставившее всех пассажиров на палубе закричать от восторга. Вся семья касаток синхронно выпрыгнула из воды. 5 огромных тел одновременно взмыли в воздух, сверкая на редком солнце, которое, наконец, пробилось сквозь тучи. Это был не охотничий прием и не игра. Это был салют. Но самое удивительное случилось через 10 минут. Матриарх, все еще слабая, но свободная, внезапно нырнула. Ее не было около 5 минут. Когда она появилась снова, она подошла к самому борту Зодиака. В ее челюстях был зажат крупный королевский лосось, свежий, серебристый, только что пойманный. Она аккуратно положила рыбу на баллон надувной лодки прямо перед Марко. «Обед от шеф-повара», — хрипло рассмеялся Деннис, хотя в его глазах стояли слезы. Марко протянул руку и коснулся плавника самки в последний раз. «Спасибо, девочка. Приятного аппетита». Она издала короткий свист и ушла на глубину. Вся стая последовала за ней, растворяясь в серой дымке залива. Эта история закончилась счастливо, но для Сары Кендалл она стала началом новой жизни. Вечером того же дня, сидя в своей каюте и просматривая снимки, она наткнулась на кадр той самой сети, которую Марко вырезал из тела касатки. Это был нейлон, материал, созданный человеком, чтобы служить вечно. И именно эта вечность стала проклятием для океана. Сара открыла ноутбук и начала писать статью, которая позже станет манифестом. «Мы думаем, что мы хозяева этой планеты», — писала она. «Мы строим города, запускаем ракеты, но мы не можем убрать за собой мусор в собственном доме. Прямо сейчас в океане дрейфует 150 миллионов тонн рыболовных снастей. Это не просто мусор, это невидимая армия убийц, которая не знает жалости». По оценкам ученых, если ничего не изменится, к 2050 году вес пластика в океане превысит вес всей рыбы на планете. Каждая выброшенная сеть, каждый потерянный трос — это потенциальная смертная казнь для дельфина, черепахи или касатки. История молодого самца, который пришел за помощью к людям, — это не просто чудо. Это предупреждение. Это крик о помощи, который нам удалось услышать в этот раз. Но сколько таких криков тонет в шуме прибоя каждый день. Через полгода Сара Кендалл снова была в Пьюджет-Саунд. На этот раз она была на собственном судне, оборудованном для поиска и поднятия сетей призраков. С ней были Марко и Деннис. За это время они подняли со дна более 10 тонн сетей. В один из дней, когда море было особенно спокойным, на горизонте показались плавники. Сара схватила бинокль. Это была та самая семья. Матриарх была узнаваема по характерному шраму на хвосте, месту, где трос когда-то впивался в плоть. Теперь кожа там зажила, оставив лишь белую полосу памяти. Рядом с ней шел молодой самец. Он увидел их лодку, но не стал кружить или кричать. Он просто выпрыгнул из воды, показав свое белое брюхо, и на мгновение завис в воздухе, словно приветствуя старых друзей. «Они помнят нас», — сказал Марко, стоя на корме. «Нет», — ответила Сара, настраивая фокус камеры. «Это мы должны их помнить. Всегда». Океан продолжал дышать.
Где-то в его глубинах все еще дрейфовали тысячи смертоносных ловушек, но сегодня в одной бухте стало на одну смерть меньше. И в этом маленьком триумфе была скрыта надежда на то, что человечество когда-нибудь научится не только брать, но и возвращать долги тому миру, который его породил.